Ребята, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 31 июля, вылетаю по новому направлению в моих обзорах из Москвы, аэропорт Шереметьево, терминал Д, в Чебоксары. Еще раньше не был в этом аэропорту. Вылет в 7:50 утра, прилет в 9:15. И сейчас вы видите, за моей спиной уже рассвет, осталось часа 2 до вылета. Сделаем небольшой обзор терминала Д, аэропортовой площади, и зайдем вовнутрь. Стоимость авиабилетов на этом направлении составила примерно 3500, но бывает и ниже. Терминал Д обслуживает в основном рейсы авиакомпании Победа. Если вам нужен Аэрофлот, то вам в терминал Б. В 6 часу утра малолюдно, машин почти нет. Ходит автобус до метро «Экспресс». Слева от терминала находятся гостиницы разной звездности. На первом этаже делать нечего. Вот этот балкончик — это уже второй этаж, поэтому он нам тоже не нужен. Нам нужен 3-й этаж, там, где находятся вылеты и зона регистрации. На 3-м этаже в терминале Д есть фонтан с питьевой водой, капсульный отель, стойки регистрации. Здесь на 20-х, 30-х, 40-х стойках находится Победа на все рейсы. Ну и, конечно, пункты питания и сувенирный магазин. Вылет в Чебоксары значится по расписанию. На выходе из досмотровой зоны можно увидеть много ресторанчиков, пунктов питания, магазинов, детский уголок и видеовзгляд на перрон, на котором с этой стороны много бортов Победы. В чистой зоне также можно найти фонтан с питьевой водой, и даже есть кулер, видимо, с холодной и горячей водой. Стоимость воды в магазинах и в автоматах сильно отличается. Здравствуйте, доброе утро. Спасибо. Дорогие друзья, добро пожаловать на борт. Сегодня с вами я, Леонид Агузин. Для кого-то из нас это долгожданный, а для кого-то необходимый полет. Но будьте уверены, впереди ждет увлекательное путешествие. Так что поскорее занимайте свои места. Обратите внимание, ваше кресло указано в посадочном талоне, и вы можете занять только его. Пересаживаться на борту запрещено, даже если с места вашего соседа видно одинокий остров на Сиреневой луне. Просто в следующий раз выберите нужное кресло заранее и оплатите его на сайте flypobeda.ru, в мобильном приложении Победы, в колл-центре или в аэропорту, но лучше онлайн.
Так быстрее и дешевле. Знаю, просто. На борту самолета строго запрещено курить, в том числе электронных сигарет. У вас на борту современного воздушного судна Boeing 737-800. Меня зовут Сергей Помарев, я капитан на сегодня, не сотрудник пилотом Русланом Султановым, мы сделаем ваш полет комфортным и приятным. Летим мы с вами по маршруту Москва-Шереметьево, Чебоксары. Полет займет 1 час ровно. Не забывайте, что курить в нашем самолете строжайше запрещено. Распивать спиртные напитки тоже нельзя. Отнеситесь к этому запрету максимально серьезно и с пониманием. Еще одно важное правило. Необходимо занимать только то место, которое указано в вашем посадочном талоне. Благодарю за внимание. Устраивайтесь поудобнее, желаю вам приятного полета. В салоне вам с удовольствием окажут помощь и содействие мои коллеги. Марат, Даниил и Юлия. Время полета составит 1 час. Одна из ценностей нашей авиакомпании звучит так: «Своя мама на борту». Это означает, что мы относимся к каждому нашему клиенту с вниманием и заботой, как к родному человеку. Наш экипаж позаботится о том, чтобы ваш полет был комфортным и безопасным. Мы благодарим вас за то, что для своего путешествия вы выбрали победу. Желаем вам приятного полета. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board this Boeing 737-800 service to Чебоксары. My name is Daria, and I'm a senior cabin attendant. Аварийно-спасательного оборудования. Светящаяся дорожка указывает направление калорийного, которое расположено в передней, средней и хвостовой частях самолета. Ближайший аварийный выход может находиться позади вас. При выпадении кислородной маски потяните ее на себя, прижмите к носу и дышите нормально. Путешествуя с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ремень безопасности должен быть пристегнут и затянут, когда включено световое табло. Пристегните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Использование аварийно-спасательного оборудования детально изображено в инструкции перед вами. Изучите ее внимательно. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety demonstration. The seatbelt sign is on. To open your seatbelt, lift the buckle cover. You may find detailed information about safety equipment in the safety information card in front of you. Thank you for your attention. Друзья, мы вовсю готовимся к взлету. Пожалуйста, затяните ремни безопасности. Уберите откидные столики. Опустите подлокотники и переведите мобильное устройство в авиарежим. Посмотрите наверх. Когда на панели горит табло «Пристегнуть ремни», вы должны быть надежно пристегнуты. Напоминаем вам, что курение, в том числе электронных сигарет, а также употребление алкогольных напитков на борту самолета категорически запрещено. Спасибо.
Самолет совершил посадку. Это было отличное путешествие. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло пристегнуть ремни. Бортпроводники пригласят вас на выход. После открытия дверей, выходя из самолета, не забывайте свои вещи и постарайтесь не задерживаться. Победа – очень пунктуальная авиакомпания и совсем скоро снова взлетит в небо. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Our flight has landed. It has been a wonderful journey. Please remain seated with Пожалуйста, оставайтесь на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности до включения светового табло пристегнуть ремни. Благодарим за внимание. Благодарим за внимание и желаем вам всего доброго. Boarding ramps. До свидания, спасибо за рейс, хорошего дня. IDs, mobile phones and other belongings with you. Зона выдачи багажа. Здесь одна лента. Вот как раз выдача нашего рейса. Но другого здесь нет, как вы видели. С перрона отличные съемки получились. Встретили замечательно, но это еще не все. Смотрите дальше. Так, вот люди получили багаж и выходят в общую зону. Так, вот такая вот совсем небольшая общая зона. Вот там еще есть второй этаж. Я думаю, что мы его обязательно посмотрим. Так как я отсюда вылетать не буду, то давайте весь аэропорт посмотрим. Новый терминал. Он как бы реконструирован. То есть старый там разобран, видимо, и новый появился на его месте и очень сильно расширен. Хочется сказать, что в свое время аэропорт и зона регистрации начиналась здесь, где сейчас у нас находится зона прилета. Вот. И после реконструкции аэропорт увеличился у нас практически в 2 раза. Площадь выросла. Ну, давайте вот пройдем. Вот здесь сейчас у нас здесь у нас размещалась вот здесь зона регистрации, зона приема багажа. Все находилось в этой части. Ну, в связи с этим нам пришлось провести и реконструкцию аэропорта, чтобы увеличить и пассажиропоток и так далее. Работы пришлось сделать очень много, она длилась 3 года. Ну, результат давайте посмотрим. Сейчас мы находимся, мы вот эту часть от этой колонны до стекла, это у нас пристрой, новая часть, а дальше там у нас это старое здание, которому мы сделали 2 пристроя с этой стороны и с той стороны. Приходилось усиление плит перекрытий делать, балок, колонн, которые мы скрыли, и сейчас получилось прекрасное здание. Да, вот вы как раз снимаете сейчас то, что было закрыто. Там балки 24-метровые на всю длину по колонну проложены. С левой стороны, что из себя представлял аэропорт до реконструкции, и то, что мы получили после. Это все разнится. Будем говорить, что это прошлый век, а это 21. Вот сейчас в данный момент мы находимся в части, где у нас был старый аэровокзал. С левой стороны, это здесь у нас вот зона регистрации. Это новый пристрой тоже, обратите внимание. У нас аэропорт — это космическая система, назван в честь 3-го космонавта.
Андриана Николаева. Зона регистрации. Все под ней разрывать, усилять фундаменты, ставить новую колонну рядом со старой. Работа по усилению была проделана колоссально. Также обратите внимание на эту лестницу. Это все, что можно сказать, осталось от старого аэровокзала. Но мы ее полностью реконструировали. Стало удобной и комфортной. Вся отделка была выполнена согласно дизайн-проекта, который разрабатывался в Питере. Это телескоп, наш арт-объект, так называемый, в котором внутри как раз рассказывается все о нашем земляке, третьем космонавте. Дизайн разрабатывался тоже по космической теме. В старом аэровокзале о таком зале ожидания даже в грязной зоне нашим пассажирам приходилось только мечтать. Давайте посмотрим еще один. У нас есть арт-объект. Да, сейчас мы вот как раз находимся в старой части аэровокзала. И вот отсюда начинается новый пристрой. Одновременно с реконструкцией аэровокзала город Чебоксары проводил реконструкцию площади Скворцова. Но тоже получилось очень комфортно и оригинально. Бизнес-зал современный. На столах уже лежат приветственные угощения. Стоит вода, очень удобно. Тем более вот с такими перегородками можно как бы уединиться в ожидании рейса, обратного рейса, например, в Москву. Авиакомпании «Победа». Вот такая вот замечательная, красивая аэропортовая площадь. Она совсем небольшая, но очень современная, очень переделанная, просто глобально на 100%.
Здесь вы выходите, видите цветочки, это радует глаз, разные цвета, автобусная остановка. Здесь автобусы ходят до часов 11 вечера, насколько я понимаю, остановка аэропорт, то есть регулярно. И вот так выглядит само здание аэровокзала. Это очень сильно глубоко модернизированное, можно сказать, даже перестроенное здание. Но те, кто здесь был раньше, они помнят и могут сравнить, что это совершенно другой уровень комфорта и сервиса в аэропорту Чебоксары. Друзья, зрители прилетели в аэропорт Чебоксары очень быстро, раньше расписания. Спасибо авиакомпании Победа, быстро довезла, вовремя, даже раньше, быстрее, и замечательно поснимали еще хорошие виды из окна. Авиакомпания, конечно, ставлю 5, даже с плюсом. Аэропорт Чебоксары я здесь впервые. Очень сильно меня порадовал аэропорт своей клиентоориентированностью, гостеприимством, поэтому я ставлю 5. Вот с таким вот большим плюсом видно, да, вот с таким вот. Здесь хороший аэропорт, вас здесь всегда ждут, здесь республика, здесь своя культура. Приезжайте, знакомьтесь, отдыхайте. Погода здесь хорошая, плюс 20 с лишним градусов, поэтому я сейчас пойду немножечко охлаждаться от московской жары, где было градусов по 30. Всем комфортной погоды, у каждого она своя, и отличных выходных или начала рабочей недели. Пока! Ребята, зрители, иду по набережной Чебоксар. Вы посмотрите, такое впечатление, будто нахожусь в каком-то курортном городе, даже в Крыму. Вот реально, даже не думал, что тут есть такое. Очень удивился. Приезжайте, тоже удивитесь.